Здравствуйте, меня зовут Дарья, на своем канале я рассказываю о своих лошадях, о работе с моими лошадьми, обо всем, что связано с лошадьми. И сегодняшнее наше кино о том, как мы будем стабунивать два косяка табунных лошадей, поскольку к нам приехала вот эта компания карачаевских кобыл во главе с Мерином, башкирско-алтайским. Они долгое время живут вместе, они друг друга очень хорошо знают. Это, в общем, такая компания лошадей, которые знакомы, скажем так, долгие годы. У нас есть свой косяк во главе с жеребцом молодым и кобылами, которых там несколько, кобылы с жеребятами, и жеребые кобылы. Отдельно гуляет такой маленький косячок детей, жеребят прошлого года, им сейчас год. Жеребец их не принимает в свой табун, но терпит рядом. Они постоянно тусят где-то рядом. И вот мы хотим сегодня выпустить этих лошадей на основное пастбище и посмотреть, как они, не то чтобы выяснят отношения, как их взаимодействие, общение будет развиваться, поскольку они уже немножко пообщались через забор, это было очень спокойно и без всяких, скажем так, ломаний заборов, сдергивания лент, без криков, без ора. Они познакомились через забор, жеребец и Мерин. Мерин так попытался что-то сказать, я тут типа со своими подругами. Жеребец сказал, ну ладно, давай пообщаемся. То есть как-то у них это знакомство произошло спокойно через забор. Они уже второй день здесь живут, в этой ливаде. И мы все-таки хотим сегодня их выпустить на основное пастбище и посмотреть, как все это пройдет и чем это все дело разрешится. И я немножко порассказываю, основываясь на той картине, которую мы увидим, о психологии вот именно табунных лошадей и как у них вот эти взаимоотношения будут выглядеть. Ну что, я сейчас возьму Мерина, поведу его из ливады, кобылы пойдут за ним. И они, скорее всего, пойдут искать остальных лошадей. Ну, а может, не пойдут искать остальных лошадей, но мы за ними понаблюдаем. Наш табун ходит где-то в кустах, и сейчас их рядом нет. Ну что, займемся этой сложной задачей. Кстати, я взяла этот фотоаппарат, чтобы пофоткать, может быть, какие-то интересные моменты вставания на задние ноги жеребца и Мерина. Если таковое будет. Посмотрим. Посмотрим, чем это закончится. Привет, Мася. Привет. Пошли со мной. Пойдем. Пошли. Марик, пойдем. Бабы, пойдем. Хорошо. Молодец. Прям. Стой. Сейчас мы дождемся всех кобыл. Так, Ника молодец. Доблесть! Иди сюда! Лошади знакомы с электропастухом, поэтому мы не боимся выпускать их на пастбище. Пастбище огорожено. Вот сейчас они нюхают, скажем так, продукты жизнедеятельности других лошадей, которые у нас здесь на пастбище гуляют, местных, знакомятся, получают информацию о них. И вот их Мерин повел гулять. Сейчас посмотрим, как они там будут обустраиваться. К слову о
вопросе, который мне задавали про косячных меринов. Ну, любой конь, если он вырос в табуне, он знает определенные правила. И если он адекватен, умеет себя вести и знает, как это делать, как взаимодействовать с остальными членами табуна, он может водить за собою косяк. Другое дело, что умеренно не будет жеребят. И если кобылы не жеребы в его косяке, то жеребец, другой жеребец в табуне, ну, я хочу еще напомнить, что табун состоит из нескольких косяков обычно. Косяки – это семьи, жеребец, несколько кобыл и молодняк. То есть вот такие косяки. Косяков в табуне может быть много. И если кобылы не будут жеребы, то жеребец потихоньку будет отбивать себе этих нежеребых кобыл из других семей, если в них глава именно мерин. Мерин у нас вот такой чубарик, светлый, пятнышку, и кобылы следуют за ним. Он отправился исследовать территорию. В этом косяке одна кобыла постарше, две помоложе. Те кобылы, которые помоложе, предположительно жеребые, и жеребенок одной из кобыл. Старшая кобыла идет замыкающей. Вот сейчас, пока Мерин исследовал экскременты других лошадей, одна из кобыл вышла вперед, они прислушиваются к звукам. И, в принципе, они, скорее всего, идут искать табун, то есть остальных лошадей. Мне очень интересно, как распределяться роли в нашем табуне между жеребцом молодым и мерином старшим. Хочу сказать, что в табуне есть и по сей день мерин. Ну, как бы сейчас у нас есть мерин, Мишка, это пони. Он с жеребцом в нормальных отношениях абсолютно. Иногда они играют. Вот. Ни каким травмам или таким дракам их взаимоотношения не приводят. Мерин старший, он довольно-таки взрослый, ему более 15 лет, а жеребец у нас молодой, до 2-летка. Лошади в замешательстве, они, скорее всего, услышали других лошадей и сомневаются, идти ли им к ним или ждать, или оставаться тут. Ника решила поваляться. Ника – это старшая кобыла. Вот еще одна решила, это прихоть. Вот, и Мерин тоже решил поваляться. Мерина зовут Марципан. Немножко расскажу про, ну вот и доблесть тоже. У них такое групповое валяние. Расскажу немножко про этих лошадей, почему они приехали к нам коллективом таким. У всех у них проблемы с дыханием.
Они приехали для того, чтобы понять в течение нескольких месяцев, насколько у них улучшится дыхание на свежем воздухе или останется на прежнем уровне. Мы будем за ними наблюдать. Исходя уже из результатов, решим, что дальше с этими лошадьми делать. То есть они, ну, как не все они, 2 лошади с половиной наши, а 2 лошади вот сейчас под вопросом, и в зависимости от их состояния здоровья уже будет решаться, вернутся ли они на свою базу, либо будут искать руки. Ну вот, табун вышел из кустов. Лошади друг друга увидели. И сейчас жеребец и мерин должны будут познакомиться. Жеребец пошел первый в сторону мерина. Мерин выжидает. Жеребец в первую очередь пошел знакомиться с кобылами, конечно. Мерин его не интересует. Ну, посмотрим, что будет делать мерин. Так, жеребая кобыла сказала: я свободная женщина. Ну, жеребец вернулся к своим. Ну, не то, что вернулся, он повернулся. Не стал выяснять никаких отношений. Теперь пошли кобылы знакомиться. Кобылы тоже будут выяснять отношения, потому что у кобыл выяснить иерархические отношения в коллективе тоже достаточно важный момент. Жеребец начинает табунить новых, то есть в свой косяк их старается, ну, не то чтобы загнать, нет, пригласить таким образом. Но поскольку у нас в табуне есть несколько лошадей, которые знакомы с приехавшими, скажем так, с вновь прибывшими, вот в частности Жасмин, она сразу пошла к приехавшим кобылам, это ее знакомые лошади. Она жила в этом коллективе, приехала год назад всего сюда, и она сразу пошла с ними общаться. Но тут пообщалась и, смотрю, находится между своими, ну, не то чтобы своими, между сегодняшним ее коллективом и прибывшими. Жеребенок тоже пошел знакомиться с мерином в первую очередь. Он чавкает, тем самым дает понять, что он маленький, и чтобы его не обижали. Кобыла будет защищать своего жеребенка, поэтому она так сделала вид, что сейчас отмахнет, и увела жеребенка к своей нынешней семье. Вот сейчас можно ярко наблюдать то, чем отличается в поведении табунный мерин от жеребца. Мерин не проявляет никаких претензий на других кобыл. Он, ну, как сказать, он наблюдает, он сейчас будет охранять своих, но претензий предъявлять не будет. Он может увести своих кобыл, а вот жеребец будет вести себя совершенно иначе. Он сейчас попытается затабунить к себе всех, но будет эти попытки совершать периодически. Вот сейчас мерин увел кобыл, не конфликтуя с жеребцом. Ну, собственно, мы и думали, что именно так и будет выглядеть знакомство. Что 2 косяка будут ходить на пастбище мирно,
Периодически жеребец будет проявлять попытки затабунить себе какую-нибудь кобылу, которая придет в охоту. Там есть одна кобыла, которая не жереба, он, наверное, как она придет в охоту, будет проявлять к ней интерес. Если она будет благосклонна, то он ее будет табунить к себе. Жеребы и кобылы могут остаться смиренным и вполне себе мирно сосуществовать два косяка. Вот сейчас жеребец просто уводит своих кобыл пастись, и, собственно, никакого конфликта у нас не было. Несмотря на то, что вновь прибывшие лошади пришли на территорию жеребца и его семьи, ну, вот так тихо, мирно они познакомились, без криков, без драк, без каких-то ногоприкладств. Вот так вот знакомятся табунные лошади, табунные косяки лошадей, которым в дальнейшем нужно жить, сосуществовать на определенной пастбищной территории. Все тихо, мирно, бесконфликтно. Ну вот и окончилось знакомство вновь прибывших лошадей, такого маленького косяка из 5 голов, с нашими лошадьми, с нашим табуном. Все хорошо, тихо, мирно. Теперь они будут не то чтобы делить территорию, а будут притираться друг к другу. Ну а мы на этом заканчиваем нашу сегодняшнюю историю. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пока!